Привет, мои дорогие! В этом видео мы с вами будем вязать шапку. Многие из вас скажут: ой, ну Наталья, какая проза, какая шапка, давайте кардиган вязать. Дело в том, что я недавно закончила работу над ажурной кофточкой очередной из ангорки, чудеснейшей, мягчайшей пряжи. Давайте я вам покажу ее сперва. Но я, конечно же, не могла оставить без дела оставшийся моточек ниточек. Поэтому сегодня мы вяжем шапку. Итак, вот она, эта пряжа, оставшийся моточек. Это итальянская пряжа, бобинная. Называется она бабли. Бабли. Вот, на 100 грамм здесь идет 400 метров. Сориентирую вас по толщине ниточек. Так, и давайте вместе взвесим. У меня осталось 47 грамм этой пряжи. Ну, я изначально хотела связать в 2 ниточки, но, конечно же, этого будет мало. И так как шапку я хочу, чтобы была массивной, то я добавила еще одну нить. Это слонимская пряжа, белорусская, полушерсть. У нее такая же толщина, на 50 грамм 200 метров. Получается на 100 грамм 400. И вот в 2 сложения я буду вязать эту шапочку. Получится такой эффект меланжа у нас. Оставьте свободный конец нити 1,5 метра. Нить, которая идет от клубочков, перекиньте на указательный пальчик, свободный конец положите на большой. Берем спицу, у меня чулочные спицы 3,5 размер. Заводим спицу слева направо, образуем скрещивание и ныряем спицей сперва под петлю от большого пальчика и протягиваем петлю с нити указательного. Мы получили первую, вернее, по счету уже будет вторая лицевая петля. Теперь наоборот заводим спицу к нити, которая идет от указательного пальца, и ловим нить от большого. Это будет изнаночная петля. Способ, которым мы набираем петли, называется итальянский. Так, набираем 60 петель плюс еще одну для смыкания в круг. Я набрала 61 петлю. И прежде чем мы сомкнем их в круг, давайте провяжем первый ряд поворотным рядом, скажем так. Так, вот она моя первая петля. Мы ее снимаем. Далее у нас идет изнаночная петля. Снимаем нить перед петлей. Далее лицевая, провязываем. Изнаночную снимаем, нить перед петлей. Вяжем до конца ряда. Я провязала первый ряд и распределила все петли на 3 спицы. Четвертую где-то потеряла, вернее пятую. Ну ничего, будем вязать на 3. Но последнюю петельку, вот эту 61-ю, она у меня осталась не провязанная. Вот изнаночная накид, а это не провязанная. Она нам нужна для того, чтобы красиво соединить все в круг. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас в эту петлю протянем первую петлю в ряду. Вот так вот. Вот так вот. И уже ее мы провяжем последней. Вот так вот. Она станет у нас последней. Ну или можно ее переснять, в принципе, оставить на этой спице. Так вот. Второй ряд. Во втором ряду мы провязываем изнаночные петли, а лицевые снимаем, оставляя нить за петлей. Изнаночную снимаем, провязываем, простите, лицевую снимаем, нить за петлей. Вяжем второй ряд. Так, первые 2 ряда это был набор петель. Мы оформили край изделия. А теперь начинается сам рисунок. Итак, третий ряд. В третьем ряду лицевые петли мы провязываем лицевыми,
а изнаночные снимаем, одновременно делая накид и одновременно разворачивая изнаночную петлю. Лицевую провязываем. Изнаночная петелька, видите, как смотрит? Надо эту стеночку повернуть вперед. И потом с накидом ее вот так вот снимать. Снова лицевая. Изнаночная. Видите, стеночка. Правая стеночка впереди. Лицевая. Изнаночная. Все. Вяжем так третий ряд. Итак, в четвертом ряду. В четвертом ряду лицевую петельку будем снимать, одновременно делая накид, а изнаночную петлю будем провязывать с накидом вместе. Итак, лицевую снимаем с накидом, изнаночную провязываем вместе с накидом. Обратите внимание, в конце четвертого ряда у нас интересный стык получается. Мы изнаночную петлю должны провязать вместе с накидом. При этом у нас накид тут же переходит к лицевой петле. Вот не потеряйте их. Ну и далее мы повторяем третий и четвертый ряд. Это и есть наш рисунок. Напомню, третий ряд. Лицевую провязываем, правда теперь уже с накидом. В третьем ряду у нас не было накида, а сейчас все время будет накид. Изнаночную снимаем. Лицевую с накидом провязываем, изнаночную снимаем, одновременно делая накид. Итак, повторяем третий и четвертый ряд. Итак, вы вяжете, 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 повторяя третий и четвертый ряд, и получаете вот такое полотно. Обратите внимание в начале видео, как сидит шапочка. У нее очень глубокий отворот, глубокий в смысле широкий. И на макушке немножечко торчит хвостиком. То есть макушка не облегает голову, а немножечко выпирает. Если вы хотите точно такую же посадку, то ориентируйтесь так, ну вот на 32 сантиметра. Но от этой цифры уже как ориентир вам можете чуть короче ее сделать, если вам не нужен такой широкий отворот, и макушка вам не нравится торчащая, или наоборот удлините ее, то есть по желанию. Когда вы провяжете необходимую длину, мы начнем вывязывать макушку шапочки. Нам задача какая предстоит с вами? Избавиться от такого количества петель, потому что все их собрать на одну ниточку, конечно же, будет грубо и плохо все это будет выглядеть. Поэтому давайте мы сперва провяжем петельки лицевыми и изнаночными, без накидов, чтобы нам легче было. Так, вот я остановилась, неважно в каком ряду вы остановились, вот я остановилась в том ряду, где у меня накиды идут у лицевых петель. Я провяжу их лицевыми, а изнаночные петельки провяжу изнаночными. Вот так я начну, подготовлюсь, вернее, к убавлению петель. Все, вяжем один ряд. Можете одеть маркер, чтобы не потеряться, не заблудиться, что у вас один круг пройден, а не несколько. А в следующем ряду мы начнем непосредственно закрывать петли. Мы провяжем лицевую и изнаночную петельки вместе одновременно лицевой петлей. Лицевые петли придется перевернуть нам, чтобы они смотрели у нас в одну сторону. Вот так вот. Подтягивайте нить, чтобы плотненько у вас было. Вот таким образом из 6 петель у нас стало 3. Уменьшаем петли, количество петель в 2 раза. Наша макушечка уже уменьшилась. Закруглилась. Так, ну, в принципе, ну нет, давайте еще один ряд провяжем. И в этом ряду мы еще раз убавим петли. Давайте провяжем теперь по 2 петли. 2 лицевые провяжем как одну. Так. Так, ну тоже придется их переворачивать обе. Вот так вот.
Угу. Аккуратно мы обрезаем ниточку, вдеваем ее в иголку с тупым кончиком. Так. И нам нужно все петли стянуть сейчас на эту нить. Перебрасываем их со спицы на иголочку. Так. Делаем так со всеми петельками. Плотненько стянули петельки. Прячем ниточку на изнаночную сторону. Так. Вот мы где. Все. И завязываем здесь плотный узелок. Все хвостики спрятали, все ниточки попрятали. Теперь можно постирать, высушить в горизонтальном положении. И можно встречать зиму. Спасибо за ваше внимание.